Всем привет, друзья! С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. И сегодня я хочу провести для вас общий расклад Таро, послание высших сил, о чем вам важно знать в эту минуту прямо сейчас. Настраивайтесь на себя, на потоковое чтение Таро. И будем смотреть ответы на вопросы, важные для вас именно из потока. Начнем мы с вопроса. Вот я хочу спросить у карт Таро, какие энергии окружают вас прямо сейчас? Вот в каких энергиях вы находитесь на здесь и сейчас? Попытаемся разобраться в энергетике ситуации. Ну и потом уже будем, как говорится, двигаться дальше, да, или искать ответы на вопросы о главном для вас, исходя из того вопроса, который появляется. Да. Итак, какие энергии сейчас окружают тебя? Вот так, давайте назовем этот вопрос. Какие энергии сейчас окружают тебя? Ну, смотрите, здесь очень неплохая карта. У вас позитивные энергии. Это энергии открытых дорог или энергии открытия дорог. Вообще, это магические энергии, но они у вас позитивных вибраций. То есть, это мужские энергии прежде всего. Это энергии, которые открывают не только дороги, но и перспективу в каком-то деле. То есть, по сути, в каких вы энергиях находитесь? Вы находитесь в мужских, творческих энергиях, которые открывают вам дорогу в перспективу. Мало того, что здесь есть как бы перспектива и открытая дорога, есть еще и защита от чего-то непредвиденного, чего-то плохого, поэтому это защитные энергии. Если бы мы бы смотрели с вами расклад на, допустим, рунах, да, то вы находитесь в руне Ингвар, Ингус. Поэтому можете, я вам так скажу, можете нанести себе на запястье на время расклада руну Ингус вот сюда и просто побыть в ней, с ней во время обряда, расклада нашего, да, это и есть обряд гадания. Вот, и понаблюдать. Если будет тепло, то действительно вы по сути как бы находитесь под защитными энергиями, и давайте так скажем, всевидящее око светлых сил защищают вас на здесь и сейчас. Если вы действительно хотите, чтобы так было, нанося руну Ингус, поставьте, пожалуйста, на паузу и в намерение, в комментарии напишите: да, я бы не против, да, чтобы так было. Давайте еще посмотрим, в связи с чем, на что эти энергии вас направляют, то есть какой посыл они в себе несут для вас. Це спонукати українською, а на русском это на что они вас воодушевляют, подталкивают или какие дороги открывают. Вот к чему эти энергии открывают вам дороги, да, вот так. Но смотрите, у вас открывается дорога к мужчине, прежде всего, если вы женщина. А если вы мужчина, это энергии, которые могут вас защитить от всего плохого. То есть, это защищающие энергии, открывающие дорогу к мужчине в отношения. И мужчинам это, как минимум, достижение своего результата, понимание, как этого результата достичь, где-то, может быть, добиться, дойти. И, может быть, защита от каких-то, может быть, злых сил, темных сил и сил государства. Кстати, король мечей — это еще и военные силы, поэтому я так скажу, что и вас еще и высшие силы берегут от всего дурного, что связано с войной. Следующая карта, открывающая перспективы, это выздоровление. Особенно если это выздоровление связано с отношениями с мужчиной. Здесь может быть выздоровление печени и сердца. Как минимум здесь это очень хорошая карта на просто выздоровление отношений как таковых, да, и финансового потока в том числе. Давайте еще посмотрим, что берегут эти силы. Эти силы берегут и открывают вашу дорогу к чувствам, к партнерству и, может быть, где-то
к прояснению чувств того или иного мужчины. Смотрите, здесь как минимум такая тройка открывается интересная, где первый вопрос. Вы находитесь в энергиях, которые открывают вам перспективы, защищают вас от всего жесткого, болезненного, потерь финансовых, материальных потерь. И потеря может быть человека, который вам дорог. Ну вот так. А давайте посмотрим здесь. У меня такое ощущение, что есть какой-то мотив, но как будто бы вы... Вот этот вопрос, он вам открывает еще что-то о личной жизни. Давайте посмотрим, что вам важно знать о вашей личной жизни прямо сейчас. Вот что хотят передать высшие силы о личной жизни. Кто-то вам причинил боль. Может быть, отверг вас, может быть, в треугольнике вам некомфортно. Но в личной жизни у вас, я бы не сказал, что прям все очень хорошо. Как минимум, где-то болит сердце и страдаете. Кстати, вот эта карта, она, то, что я вам сказал, выздоровление сердца, печени и желудка. Да? Вот здесь вот в личной жизни все не очень хорошо. А давайте посмотрим. А что нехорошо? Почему болит сердце? Вот почему в личной жизни такой розкардаш, роздрайв, да? Вот такі негаразди, да? Несенітниця якась, да? Давайте посмотрим. Что пробило ваше сердце? Давайте 3 важных аспекта, которые пробивают ваше сердце на данный момент, да? Или приносят боль и страдания в личной жизни. Ну, смотрите, здесь тройка, а это тройка кубков. Здесь может быть и треугольник. Да, ну тут уже смотрите, действительно ли это третий лишний. Но как минимум третье лицо может здесь вам приносить боль, страдания. Обычно это женская карта. Ну, может быть какая-то посторонняя женщина. Да? Ну, кто-то лишний есть в ваших отношениях. И я вам так скажу, что еще вам приносит боль и страдания, это ваши слезы. Вот здесь. Вы почему-то плачете. Причем эта карта падает рядом с пажом. Ну, какие-то чувства, может быть, действительно кто-то обидел вас. Что еще здесь? Здесь, смотрите, здесь 7 кубков, и вам разбивает сердце, причиняет боль фантазия и выдаваемое желаемого за действительное. Это оборотень или черный волк. Ну, давайте так скажем, что вы не видите чего-то. И, может быть, на что-то закрываете глаза, что не хотите видеть или не готовы пока что видеть. 7 кубков всегда связаны с иллюзиями, поэтому я вам так скажу, у вас болит сердце в личной жизни, потому что вы вот розовые очки любите, да, одеть и примерить их себе для того, чтобы через них видеть мир. Да? Ну и башня здесь действительно что-то есть, некая потеря. Некий внезапный удар, какая-то внезапная боль, в которой есть кто-то лишний, и есть то, что казалось одним, да, а на самом деле оказалось совершенно другим. Может быть, кто-то предал вас, 7 кубков, иногда и о предательстве, или просто о том, что вы просто не видели очевидно явного чего-то, да, в личной жизни, в отношениях. Но как минимум здесь, знаете, тройка мечей и башня, да, вот происходит у вас действительно сейчас события, да, в которых все рушится, да, в личной жизни и боль. Может быть, вы что-то за какую-то иллюзию держитесь и не можете ее отпустить. Вот. А учитывая тройку кубков здесь, она говорит о том, что как бы эта ситуация, может быть, вас просто уже закружила, да, вот так вот. Ну, давайте посмотрим теперь отсюда. У меня такой вопрос. А если препятствия какие-то у вас на пути к вашему счастью? Да, вот мы потоковое делаем чтение, и вот рождаются такие вопросы. Давайте посмотрим, есть ли препятствия к счастью. То есть у вас просто вот вроде бы такое получается, да, может быть, кто-то и открывается не из чистых намерений, да, манипулируя вами вот здесь. И как бы вроде бы как кружит вас, и вам кажется, что это вот прям белый волк, а он оказывается черным, и происходит вот эта вот башня, да.
То есть внезапно вас кто-то там бросает или обманывает, или вы надеетесь на одно, получаете другое. Ну вот просто, знаете, как бы есть некая такая, ну, наивность, что ли, ваша, получается, срабатывает. Наивность, она вот в этой карте у нас, смотрите. То есть вы-то пребываете в энергиях защитных, защищенных, а в конечном итоге некий такой жесткий человек, ну или жестокий человек вас, ну, приносит в вашу жизнь боль, страдания и потрясения. Вот так вот, да. Может быть, страдаете из-за мужчины, да, вот мужчина, есть страдания и потрясения. Ну окей, тут тоже вот это есть такое. Есть ли скрытые препятствия на пути к вашему счастью? Давайте посмотрим. Есть ли скрытые препятствия на пути к вашему счастью? Да я бы не сказал, что они есть. Нету их. Десятка дисков, извините. Десятка монет. Если оно и есть, то вам, ну, как минимум, вы торопитесь по этой карте. Иногда десятка дисков, извините, да. Иногда десятка дисков говорит о родственниках. Но давайте еще посмотрим. Вот первая карта говорит нет. В этом можно, в принципе, заподозрить древо Сефирот, да, десятка дисков. То есть, ну, сказать так, что некий козел, а вот он тут есть, да, или фавн, скачущий на черном коне, есть препятствием к вашему, ну, на пути к вашему счастью, да, хорошо. Но первое, что по десятке дисков, это время и это выдержка, то есть это терпение, да, у нас. Хорошо. Давайте все-таки спросим. Да не спросим, просто положим карту еще. Сюда же пока. На скрытые препятствия, кроме времени, да. Ну, десятка кубков, смотри. По десятке кубков здесь, смотри, смерть скачет на красном коне, да. Тут вороной конь, здесь красный конь. Смотри, тоже десятка. И смотри, здесь уже десятка кубков. Это о счастье в семье, да. А десятка дисков, она о пути к семье или о пути семьи. И если мы возьмем десятку и десятку, мы получим что? Мы получим двадцатку или страшный суд. И здесь можно заподозрить, что на пути к твоему счастью стоит семья и родственные связи. Вот это можете иметь в виду. Страшный суд. Но мы сейчас добавим сюда еще одну карту. И посмотрим. И десятка жезлов, смотри, как интересно. Выпадает 3 десятки. И смотри, что они порождают. Каждая из десяток символизирует собой колесо фортуны. А десятка, старший аркан. Десятка дисков, родственные связи. Десятка кубков, семья. А десятка жезлов — это тяжелая судьба. Или тяжелое, то есть тебе тяжело завершить что-то. Смотри, тебе завершить тяжело что? Каждая десятка дает о судьбе. Судьба и семья. То есть у тебя каждая десятка дает колесо фортуны. В паре они дают очищение, то есть феникса или страшный суд. А в совокупности они дают 30, 3 и 0. Тройка — это у нас императрица, это мать. А 0 — это дух. У тебя есть на пути к твоему счастью препятствия кармические, узлы и меньшие родовые программы. То есть что на твое счастье влияет? Кармический узел с твоей мамой по линии матери. Ну и может быть родовые программы, связанные и с отцом, и с матерью. Вот интересный получился у нас месседж такой, да. Хорошо. Ну, в принципе, здесь более-менее понятно. И отсюда у меня хочется мне спросить, вот какие события из прошлого больше всего влияют на тебя сейчас? Да? Вот какие события или какое событие из прошлого больше всего влияет на твою жизнь здесь и сейчас? Жрица. Видите, верховная жрица. Это события, связанные с рождением и зачатием твоим. То есть это то, что было скрытое между твоей матерью и твоим отцом. Больше всего здесь, конечно, мама, жрица, да? Это тайна мамы. Это тайна зачатия. Может быть такое, что там отец не хотел тебя, допустим, или отец хотел, мама не хотела. Может быть там было такое, что
на грани были, хотели избавиться от тебя, мама могла хотеть избавиться и так далее. Ну, иногда это еще и бабушкина карта, да, то есть вообще это карта бабушки чисто, да, по архетипам всем. Ну, если к семье, а мы к семье тут прямо 3 десятки выпало, смотри, 10 дисков монет, 10 кубков, любовь, счастье семейное. То есть у тебя как минимум могут быть вот такие вот, на пути к твоему счастью будут какие проблемы, да, вот мы вернемся в предыдущий вопрос, это проблемы с деньгами, проблемы с выдержкой, проблема со временем, то есть тебе нужно будет долго идти к счастью в аспекте богатства, в аспекте мужа, жены, да, в аспекте счастья, деторождения и в аспекте завершения какой-то тяжелой кармической программы. Ну, мужчину мы здесь выбрасывать не можем, потому что десятка жезлов это чисто мужская карта, поэтому пока что мы скажем, что есть некие секреты мамы и есть. То есть ты не можешь знать, какое событие из прошлого. Жрица нам и говорит, ты не можешь об этом знать. То есть ответ какой? А мы не знаем. А почему? А потому что мама или бабушка хранит секрет того, о чем мы не можем сейчас знать на этом раскладе. Вот я тебе и говорю, что здесь, по сути, это и есть момент зачатия, да, или программа родовая, или, опять же, вот он кармический узел. А кармических узлов у нас целых 3, поэтому они связаны как минимум и с мамой, и с папой, и, может быть, с родственниками. Ну, может быть такое, что, допустим, да, вот классический пример, где папа вроде с мамой познакомился, а мама мамина, например, не хотела, или папина не хотела, или мама, или наоборот хотела и папу приворожила, ну, бабушка, да, то есть мама мамы, к примеру, это варианты, то есть, поэтому здесь вот этот момент очень интересен, выпадает как 3 колеса фортуны и 1 жрица, поэтому здесь мы либо не можем знать про это событие из твоей жизни, которое влияет, а с другой стороны мы видим, что это тайна мамы, бабушки и момента зачатия, твоего рождения. То есть, по сути, твое рождение или тайна твоего рождения и влияет на тебя. То есть уже то, что ты родился, ты уже имеешь вот эти 3 карты как предысторию, да, где тут завешаны и родственники, и те, кто тебя любит, и кто ненавидит, и тяжелая судьба, возможно, отца. По вот этой карте это судьба отца. Окей. Хорошо. Давай теперь посмотрим, коль уж тут так много судьбы и такая тайна, да, то давай спросим, вот какой урок, да, вот урок, судьба хочет, чтобы ты извлек или извлекла, да, вот какой урок тебе дает судьба? Ну, может быть, связанное с этими событиями, может быть, с тайной твоего рождения. Может быть, вообще, что актуально для тебя на здесь и сейчас, да? То есть вы можете взять этот вопрос под свою ситуацию сегодня. Какой урок ты несешь, чтобы, ну, судьба хочет, чтобы ты усвоила или усвоила? Ну, вот здесь, смотрите, здесь все-таки рыцарь мечей. Рыцарь мечей — это борьба. Рыцарь мечей — это какая-то активность. То есть тебе приходится бороться. Тебе нужно бороться. Ну, по рыцарю мечей всегда борьба, война даже. Это даже военная карта больше. Ну, тут король мечей есть, но почему бы и не выпасть рыцарю мечей? Поэтому смотри, судьба хочет, чтобы ты дралась или дрался, бился, сражался. Ну, давай посмотрим, а за что тебе сражаться, биться, да, драться? Вот именно за что? Ну, ради чего? Не за что, по какой причине, да, а ради чего? Ради чего тебе нужно драться? Ну, давай хотя бы одну пока. Но эта карта, она о том, чтобы покинуть то место или ту зону комфорта, в которой ты как бы, ну, знаешь, как будто бы ты находишься вот в такой шубе львиной, да, но она вроде бы тебя как греет. Но опять-таки, тебе нужно покинуть то, где тебе хорошо. А для чего? Спросите вы. А для чего тебе покинуть то, что хорошо? Давайте уточняющую карту возьмем. Спросим, а для чего тебе это? Давайте ее сюда подальше, потому что она немножко откровенная. Смотрите, для того, чтобы... Здесь паж мечей. Паж мечей — это как минимум, знаете, скинуть какую-то тревогу, избавиться от какого-то очень сильного напряжения. Но здесь паж мечей идет дракон и такое тело женщины, которое достаточно откровенное, да, такое оно открытое достаточно. Поэтому я скажу так, чтобы больше не беспокоиться. То есть тебе нужно побороться, повоевать, выйти из зоны комфорта очень сильно.
сбросить, избавиться от шубы льва белого цвета, может быть у вас такая есть, может нет, чтобы избавиться от каких-то сомнений, волнений, угрызений совести даже, да, вот от угрызения совести, я бы так сказал. Хорошо, давайте еще посмотрим и спросим, какой урок еще, да, вы должны усвоить из этого. Еще один урок, да, просто вот. Ну, один борьба для того, чтобы в этой борьбе покинуть зону комфорта и больше не беспокоиться, да. А второй здесь бабуин сидящий или мужчина в зоне комфорта. Ты должен уйти из своей зоны комфорта и найти свою новую зону комфорта. Но твоя зона комфорта и зона комфорта еще одного мужчины не должны пересекаться. То есть это об выстраивании неких границ, в рамках которых тебя не беспокоит. И, внимание, об этом же и говорит руна Ингус. Это именно о том, руна, о том, что вы нанесли себе на руку. Ингус — это те границы, которые никто не может побеспокоить, кроме тебя. То есть ты их можешь нарушить, ты их можешь выйти за грань этой руны, да, вот она об этом. Поэтому, по сути, этот урок о выстраивании границ и уважении границ и не нарушении границ. Ну и давайте еще один урок все-таки, да, попробуем третий урок, да. А смотри, здесь семерка жезлов, это именно карта об охране границ, да. Это быть в границах, да, находиться и уважать свои границы и чужие границы. Это уйти из зоны комфорта, да, и не мешать другим. А это вот отстоять свои другие границы новые. То есть, ну, возможно, это найти новые берега чисто свои именно для себя. То есть свое чистое пространство, свое место силы, свое место гармонии, здоровья и так далее. Ну вот почему-то такой идет поток. Давайте, друзья, теперь есть такой интересный вопрос, да, отсюда вытекающий. Ну вот, хорошо, вы это все как бы прожили, и что должно, почему-то у меня вот такое открывается, что должно неожиданно случиться, вот так вот, да? Что должно неожиданно случиться, что неожиданно произойдет скоро, да, вот в связи с вот этим всем, да, вот вы где-то вот пережили это потрясение и вас вытолкнуло куда-то за пределы, да, того места, где вам было комфортно. Что должно случиться теперь? Что еще может произойти? Ну, что-то эмоциональное. Но это очень хорошая карта. Эта карта связана с мамой, с материнством. Поэтому здесь может быть и встреча с родителями, и встреча с сыном, с дочерью. Королева кубков вообще это обитель рака. Обитель рака всегда это укрытие. Поэтому вы должны найти прибежище какое-то все равно. Что еще должно? Паж жезлов, вы должны найти убежище все-таки себе какое-то. Вы находите себе это убежище. Поэтому я вам так скажу. Вы-то потеряете зону комфорта. Может быть, вы потеряли деньги большие, или состояние, или бизнес, или важного для вас человека. Но вы найдете убежище. То есть убежище это о чем? Это о неком пространстве, о месте, где вы можете спрятаться. Но это же как утроба, да, то место, где что-то должно родиться, зародиться. Поэтому вы получаете, ну, как минимум, шансы на то, что можно что-то еще открыть. Это тот же самый и бизнес, и ребенок. Это хорошая новость. То есть должна неожиданно прийти новость хорошая о детях. Это неожиданность. Дети это всегда неожиданность. Поэтому неожиданно хорошая новость, касающаяся вашей семьи и того, что что-то хорошо, то есть складывается и с мамой, и с детьми, и у детей, и у родителей, да. И есть кто-то, кто спасся или кто нашел выход из какой-то сложной ситуации. Вот это должно произойти. Ну и здесь еще девятка жезлов. Кто-то достиг результата, хотя это и дорого очень стоило. Может быть, это вы. А может быть, это тот, о ком вы гадаете, или кто в вашем поле сейчас. Вообще, это мужская карта. Результата здесь добивается больше мужчина. И, ну, здесь год какой? Естественно, здесь год тигра, да, ну, дракона, может быть. Но здесь не о годе, да, в конечном итоге. Здесь о том, что конечный результат достижим. Поэтому кто-то спасся, укрылся и достиг своей цели. Прибыл к месту назначения, в пункт назначения, да, и, возможно,
результат по сохранению и достижению целей и хорошая новость, связанная с этим, будет у вас в ближайшее время. То есть должно произойти какое-то извещение о позитиве, что кто-то достиг своей цели. Какое послание несут тебе высшие силы? Вот что они тебе хотят сказать? Именно высшие силы. Да? Давайте начнем с этой карты. О, смотрите, что-то связано с твоей судьбой. Аркан висящий, да, 12-й аркан. Хорошо. Видишь, здесь ты не просто так нашел это видео. У тебя 3 судьбы. И что-то высшие силы хотят тебе сказать о судьбе. Причем судьба у тебя достаточно нелегкая и при этом очень загадочная. Да? То есть загадка у нас, она жрица, она здесь бабушка и так далее. Кстати, в этой колоде 2 карты вот этих страданий, 2 жрицы, еще там пару карт в двойном экземпляре. Да, я их специально оставил. Хорошо. Еще что о судьбе? Так, о судьбе говорят тебе высшие силы. И что еще? Давай уточним. Есть карта Мир. Мы ее сюда положим. Тоже она немножечко того. Откровенная, да, карта Мира. Она говорит о чем? Она говорит о том, что будет выход, мир, да, переход. Выход из этой сложной ситуации в твоей судьбе. И твоя судьба, и твой кармический узел по вот этой висящей карте, да, аркане этому, будет с миром. То есть ты освободишься от кармического узла, от от негатива в родовой программе. И от всего негатива, который у тебя связан как минимум вот с этими 3 моментами. То есть это мужчина, это угрозы, это какая-то болезнь, падение финансового канала, и это отношения. Вот услышь это, да, то есть в отношениях как минимум, смотри, даже свеча сейчас очень сильно коптит, в отношениях как минимум будет баланс, и будет решен вопрос, может быть, связанный с какими-то проблемными ситуациями у мужчины и с мужчиной, и особенно если это еще касается финансов, окей? Хорошо, еще какое послание? Мир выпал, прекрасно. Ну и здесь смотри, Иерофант, то есть у тебя в браке будет все ок, ты найдешь выход, да? Смотри, повешенный, да? Мир и Иерофант. У тебя с отцом, с матерью будет все хорошо, особенно родовые программы. И смотри, ключи в родовой программе. Вот это отцовская карта. Вот это карта отца. Карта матери, она здесь, Иерофант у меня тут в двойном экземпляре в этой колоде. Так вот, Иерофант в женском аспекте, он бы там была бы женщина с 2 детьми, с 2 близнецами. Поэтому у тебя проблемы могут быть по роду и с отцом, да, потому что здесь все-таки у тебя вон какой король. И особенно если твой отец был водолей, близнец, ну или весы, особенно. Но здесь не привязывайся сильно к знаку зодиака отца, вообще просто следи за потоком, что ты чувствуешь. Если у тебя есть сейчас некое такое воодушевление или идут поток инсайтов, и тебе такие как прозрения, да, то это о тебе расклад. Но здесь вот эта карта не даст тебе соврать, да, то есть если ты чувствуешь какую-то такую зону комфорта в этой карте, значит, это расклад про тебя. Если у тебя дискомфортно, может быть, где-то мы говорим сейчас о твоей тени, которая для тебя еще не раскрыта, но которую ты рано или поздно откроешь для себя, ибо ты не можешь постоянно скрывать то, что внутри тебя. Ты не можешь убежать от себя, разрушив все вокруг себя в материальном аспекте. Да? То есть ты от себя не убежишь. Ну, особенно если тебе хочется сбежать куда-то внезапно, да, вот тебе хочется просто психануть, отвернуться, развернуться и побежать куда-то. Но это инфантильность твоя говорит, да, или теневая сторона ребенка. А тайны твои, они связаны с рождением, ты помнишь об этом, да? Хорошо, давай так посмотрим теперь. Тогда чего же ты боишься? Чего ты боишься? Твои страхи. И ты боишься, и этого не признаешь даже себе. Чего ты боишься, что не признаешь даже себе? Давай посмотрим. Ну, здесь я скажу туз жезлов. Это ты отрицаешь что-то внутри себя мужское. Вот здесь откровенная тоже карта, очень я ее не открываю, да. Поэтому отрицаешь мужскую энергию и боишься ты своей агрессии. То есть у тебя твоя энергия внутренняя, она или твоя теневая энергия, то есть свою мужскую энергию ты отрицаешь, просто отрицаешь. И ну, где-то что-то с мужчиной у тебя идет на уровне отрицания, и ну, это по сути собственная магия. То есть ты, отрицая эту энергию, отрицаешь сам себя. Очень интересно, можешь посмотреть в связи с вот этим потоком, да, я вот сейчас возьму вот так, да, вот прикрою, вот ты отрицаешь себя как бы, да, вот так. Можешь посмотреть, такой есть фильм, он называется «Субстанция», там
можешь найти многие моменты, да, где человек отрицает себя в конечном итоге и, может быть, отрицая других в разном возрасте, в конечном итоге уничтожает себя. То есть тебе нельзя себя отрицать. Поэтому перестань отрицать себя, перестань отрицать свою тень, дабы не уничтожать себя и не уничтожать свою энергию. Твои проблемы с деньгами, с работой, со здоровьем может быть очень тесно связаны с тем, что ты отрицаешь себя. Соответственно, ты свою энергию, прямую, светлую, направляешь против тени и гасишь себя сам. То есть ты себя, что ты с собой делаешь, ты просто борешься сам с собой. Видишь, как раз и свеча на этом моменте у нас погасла. У нас горит голубая свеча еще, да? Точнее, она даже не голубая, это бирюзовый цвет. Здесь я не знаю, как вам передает камера. Хорошо. Чего еще ты боишься? Давай посмотрим. Чего ты еще боишься? Здесь, смотри, отшельник — это остаться один, остаться в одиночестве. Возможно, да, возможно. А возможно, так и не найти себя. Что отшельник — это осознанное понимание, кто ты есть на самом деле. Поэтому, как минимум, это одиночество и осознавание, что я есть я. То есть ты боишься не найти, опять-таки, себя, не открыть себя. Почему? Потому что ты борешься с собой. И это вот уже противоречие, по сути, да? Отрицаешь себя, не признаешь себя и боишься найти себя. Потому что ты боишься со своей тенью встретиться. А с другой стороны, это страх одиночества. Естественно, если ты борешься с самим собой, то зачем тебе кто-то? И ты подсознательно стремишься к одиночеству и боишься, одновременно отталкивая себя от себя. Вот опять-таки смотри фильм «Субстанция», да, и понимай, о чем речь идет. Да. О чем я здесь? Да, отталкивание себя, против себя. В каком бы ты состоянии ни находился. Давай еще один страх твой посмотрим. Да? Если сейчас чувствуешь, что тебе дискомфортно, это как раз про тебя расклад. Это как раз от тени. Смотри, здесь ты боишься любви, где там, может быть, для тебя слово «любовь» непринятное. Может быть, ты боишься мезальянса, например, там, чтобы мужчина был намного старше, а ты намного младше. Или наоборот. Здесь больше мужчина старше, а женщина младше. Опять-таки, влюбленные здесь, видишь, именно женщина помоложе, а мужчина постарше. Поэтому здесь ты этого боишься. Может быть, ты боишься не найти свою любовь, не понять, кого любишь ты и кто полюбит тебя. То есть вопросы любви для тебя внушают страх. Поэтому с этим можно работать. И можешь ставить на паузу, и какой аспект страха в себе ты нашел. Первый, второй или третий. Да, может быть, какие-то под ними еще камушки, но мы уже не будем углубляться, чтобы не перезатягивать этот расклад. Давай посмотрим. А вот теперь у меня отсюда кто или что может тебе просто помочь. Да, вот страхи, они всегда о блоках некоторых. Кто или что может тебе помочь. Давай посмотрим. Кто, что может помочь? Кто может помочь? Давай посмотрим сперва. Помочь тебе может шестерка жезлов. Давай так, сперва что, а потом кто, да? Что тебе может помочь? Тебе нужно примириться со своей энергией. Какой? Огня. Со своей мужской энергией. А учитывая то, что у тебя по роду и с мамой, и с отцом даже уже, видишь, проявляется больше с отцом, чем с мамой. Есть какие-то моменты, тебе их нужно прояснять. То есть, пока родители живы, это можно делать там в вербальном общении. Пока родители уже в другом мире, тебе это нужно делать на энергетическом уровне. То есть тебе может помочь мужская энергия. И что именно? Это не бояться управлять этой мужской энергией. Если ты это не можешь сделать сам, сразу или сама, то есть нужно тренироваться этому. Может быть, на каком-то этапе будут некие помощники. И кто это? Это помощник в виде мужчины, который может и знает, как управлять энергиями, особенно если это энергии огня, и это энергии власти. То есть тебе поможет властный мужчина, который может управлять энергией огня. Это победитель. То есть тебе нужен лидер-победитель, управляющий энергией намерения. Может быть, это маг, может быть, это политик, может быть, это специалист в своем деле, который разбирается в том вопросе, который тебе актуален здесь. Хорошо. Что еще может помочь? Тебе может помочь сам успех, как таковой, путь к успеху. Но опять-таки, смотри, император, тебе может помочь мужчина. Тебе может помочь властный мужчина. Может быть, с большим количеством перстней.
может быть с бородой, да, с усами, может быть он лысый, но может быть он еще и с посохом, а может быть у него есть какие-то там знаки на руках, да, например, или на теле. То есть тебе поможет император, властелин, победитель, мастер своего дела. Ну давай еще, и опять-таки мужчина, еще одну карту. Ну и восьмерка дисков. Восьмерка дисков — это работа, еще раз работа над собой в жертве, и особенно если ты жертва, ну и над своей жертвенностью, где-то над своей самооценкой, и работа над своим делом. То есть работа над собой может стать всем делом твоей жизни. Услышь вот эту вот формулу и ищи своего императора-победителя. Ну и это всегда работа над успехом. Всегда. Да? И здесь мы видим два льва прям таки воют вокруг какой-то жертвы. Не являешься ли ты жертвой в этой жизни? И не получается ли так, что тайно кто-то хотел пожертвовать тобой когда-то? Не держит ли это тебя в этом аркане? И не получается ли так, что ты до сих пор не избавился по вот этой карте, да? По вот этой. От этого состояния и до сих пор не ушел отсюда. Хорошо, давай посмотрим, какая перспектива открывается в ближайшие 3 месяца, да? В чем у тебя открываются перспективы в ближайшие 3 месяца? В чем открываются перспективы в ближайшие 3 месяца? Ну, у тебя получится найти силы прожить какое-то предательство, обман и какое-то коварство. Пятерка мечей — это пережить поражение. То есть ты оправишься от какого-то серьезного потрясения. Что еще? И вот она перспектива как раз. Вон она. Ты сможешь продолжать двигаться к своей цели и избавиться от какого-то преследования. То есть взять свое направление и избежать чего-то плохого, еще более худшего, чем есть у тебя в твоей жизни. Ну и здесь Луна, ты сможешь внезапно отскочить от темных сил, отскочить, да, от удара темных сил или от поглощения темных сил в нужном тебе направлении и избежать ухудшения ситуации. Смотри, плохая карта. А эта карта, где оборотень показывает тебе некую силу, дает тебе. Поэтому ты превратишься в ближайшее время в какого-то энергетически сильного такого человека. Может быть, это и будет мощнейший поток мужских энергий. Но у тебя будет какой-то мощный толчок такой, в кавычках, пендель, что ты пойдешь в своем направлении куда-то, да, далеко, да. И это уход этот он в восьмерке, да, от вот этого грома, да, ты сможешь. Действительно, лучше ты отскочишь, сделаешь шаг в сторону, нежели еще сильнее пострадаешь и еще сильнее завязнешь в темноте и в проигрыше в каком-то, да, потому что эта карта очень проигрышная на самом деле, она очень невыгодная. Окей. А вот давай посмотрим теперь. Да, ситуация у тебя такая интересная, напряженная. А есть ли кто думает о тебе сейчас? Вот есть ли кто-то, кто думает о тебе сейчас? Кто думает о тебе сейчас? Это знак весы. Это может быть человек, который относится к правосудию, как к закону, полиции. Полиция, полицейские. Двойка дисков. Это человек периодически с тобой проводит какие-то продажи, обмены, чем-то ты обмениваешься. И здесь королева жезлов. Скорее всего, какая-то женщина думает о тебе. И эта женщина, может быть, и не осуждает тебя, а может быть, и осуждает, а может быть... Ну почему осуждать, не осуждать? Вот здесь суд, а здесь может осуждать, может не осуждать, да? Но я так скажу. О тебе думает какая-то женщина, которая хочет как минимум изменить что-то по своей справедливости, взять ситуацию под контроль и управлять каким-то обменом, продажей и деньгами. То есть о тебе думает женщина именно. Женщина, которая хотела бы или поменять, или изменить, или что-то направить в нужном направлении. Да? Вот такой вот почему-то поток. Хорошо, какие возможности из всего ты этого упускаешь в этой ситуации? Что ты можешь потерять? Давай вот так спросим, да? Потому что есть здесь все-таки башня, да, и
Ну, есть. В любом случае, человек, если что-то находит, то он иногда и теряет. Какие возможности ты упускаешь сейчас? Ну, это ты упускаешь те возможности, в которых ты сомневаешься только. То есть, по сути, сомневаясь в себе, да, вот то, что я говорил о вот этой вот карте, где вот это вот туз, да, вот этот жезлов, да, своей энергии, отрицая свою вот это вот страхи, да, там, где ты со страхами сталкиваешься, поэтому, по сути, ты теряешь там, где ты поддаешься своим страхам, где ты идешь в отрицание в полное. Королева дисков, она обычно о семье, о достатке, о контроле над финансами и о благополучии. То есть ты мог бы быть и успешнее и в семье, и в деньгах. То есть здесь можно работать. Почему? Потому что ты там, где сомневаешься, там ты и проигрываешь. А тут финансовая карта, и тут финансовая карта. То есть ты теряешь, по сути, королеву дисков или достаток, да. Ну и что еще ты, может, теряешь. Ну и здесь мужчина у нас, мы его вот сюда положим, чтобы не смущать. Король дисков, смотри, здесь и королева дисков, и король дисков. С одной стороны, ты теряешь мужчину, с другой стороны, ты теряешь женщину, с третьей стороны, ты теряешь материальное благополучие, а с четвертых, сомневаясь в том, что ты чего-то достоин, сомневаясь в себе и управлении своими энергиями, ты теряешь, по сути, благополучие материального мира. Окей? Ну вот такая, как бы, получается, исходя из короля дисков, королевы дисков, да, ну, может быть, ты теряешь шанс, может быть, тебя совращает, да, или соблазняет женщина какая-то, а ты не обращаешь на нее внимания. Ну и мужчина здесь тоже может совращать, прикрою ему вот это красивое место, да, но оно тут есть. И эта женщина из-за этого, теряя его, она как бы, ну, даже вот она его теряя, она плачет. Поэтому вот так. Окей. Хорошо, давай посмотрим, а что изменится в твоих отношениях, если вот, что может измениться в твоих отношениях? Этот вопрос мы еще и не смотрели, но он как раз вот здесь о возможностях в отношениях. Даже что изменится в твоих отношениях? Вот смотри, что было, что есть и что будет. Что изменится? Было у тебя затишок, да, то есть благополучие, был комфорт, но тебе чего-то не хватало, скромность такая была, да, то есть могло бы быть и больше. Четверка жезлов, это вроде бы ты чего-то достиг, но всегда хочется чего-то большего. Что есть сейчас? Сейчас себя пятерка жезлов, ты играешь в некую такую игру, но ты не понимаешь, чем это закончится, не понимаешь, по чьим правилам это у тебя происходит, и, ну, как бы ты не понимаешь, это серьезно или нет. Для тебя, для твоего партнера. Ты не знаешь, чем закончится эта игра. Ну и здесь в туз кубков может быть, что в будущем ты откроешь для себя новые какие-то чувства, новую любовь, новую радость и не будешь сомневаться в том, что ты пригрел или пригрела змею на своем теле. По сути, должно что-то родиться новое, но, скорее всего, это будет принципиально новое и совсем не похожее на предыдущее, очистившееся от прежних каких-то влияний, ну, чего это может быть, и родовые программы, опять-таки, карма, материя, скверна и так далее, то есть все что угодно, да, материя это, ну, то, что ты прожил, да, поэтому, ну, туз кубков будет, скорее всего, будет открыто какое-то новое чувство в тебе, это, туз кубков это всегда ты, да. Хорошо, давай теперь тогда посмотрим, вот какое благословение или на что тебя благословляют высшие силы? Вот какое благословение уже на пути к тебе в твоей судьбе? Вот так почему-то мне хочется спросить. Какое благословение уже на пути к твоей судьбе? Давай 3 благословения возьмем. Первое, второе и третье. 3 благословения на пути к тебе в твоей судьбе. Первое благословение — это 9 мечей. Благословение на то, чтобы ты поднялся в который раз, несмотря на то, что ты упал. То есть тебя благословляет высшие силы, да, или вот эта энергия Ингвара, да, которую мы говорили с тобой в самом начале еще, да, можешь перемотать и прослушай пару раз этот расклад, на то, чтобы ты начал выздоравливать. Вот эта карта болезни как таковой, но это карта об исцелении путем чего? Что-то должно отпасть, отвалиться от тебя, ты от чего-то должен избавиться, как от шелухи, да, как вот, ну,
Например, чайник, который потемнел, его уже трешь, да, и он сияет, да. То есть что-то должно отвалиться. Тебе страшно это потерять, страшно посмотреть этой ситуации в глаза, тебе просто страшно. Может быть, даже от страха придется избавляться. То есть ты, по сути, по 9 мечей это страх, ты будешь избавляться от страха. То есть тебя высшие силы благословляют на избавление от страха. Ну и смотри, 10 мечей, сразу 9 мечей и 10 сразу мечей. И смотри, 9 и 10 это 19, солнце. То есть смотри, высшие силы, видишь, вот они высшие силы. С силой света, огня, 3 свечами, да, вот как я, допустим, даже вот когда делаю обряды, ритуалы, 3 свечи ставлю, зажигаю, это уже прожигание идет. И у тебя то же самое будет в жизни. Ты этими 3 свечами прожгешь себе путь в новую жизнь. 10 мечей, то есть тебе нужно закрыть дверь в старую жизнь, провернуть ключ, прожечь это все. И по вот этой карте, вот по вот этой, сейчас я ее прикрою, оказаться в новой реальности. Мир, да, то есть открыть дверь в новый мир. А у тебя старый мир по вот этой карте тебя держит. И мало того, ты еще и боишься этого, да. То есть, может быть, тебя осудит кто-то, ну, ты как будто бы боишься этого. Кстати, загадывая желание бьет именно 8 часов. Можешь загадать 8 желаний и написать в комментариях. Ну и последнее благословение, которое уже здесь. Ну смотри, здесь шут, да, а шут это явление духа. Очень скоро тебе явится дух. Точнее, дух тебя подтолкнет на какие-то события, каким-то событиям, в которых ты будешь ощущать явление духа. Может, это будет клиническая смерть. Может, это будет такая ситуация, где ты будешь считать, что ты чуть выжил, да, еле выжил как-то. А может быть, это будет вот где-то на грани жизни и смерти. Но как минимум это будет вот такое переживание, условно, перехода в твоей жизни некого Рубикона. Это будет очень нелегко. Но таким образом дух тебя и создаст такую ситуацию и покажет, что этот дух есть. И он пройдет сквозь тебя, и ты его ощутишь внутри себя. И когда ты явишься в новый мир и пройдешь вот через мир, да, через эти двери, закрыв в прошлое и открыв двери внутреннее, ты почувствуешь новый мир нового света. Ты его увидишь новыми глазами. И при этом ты испытаешь очень сильное переживание. Как будто бы ты видел ангелов, или как будто бы у тебя растут крылья, или ты летаешь, или ты слышишь ангелов. Вот такое вот. Интересный получился расклад. Ну, хорошо. И расклад-то интересный, но нужно как бы и закончить. Да? Я вот давай из потока я бы хотел выбрать... А что в итоге, да, вот, исходя из того, что я здесь вижу, да, вот эту вот энергию, да, которую я ощущаю, что в итоге, и что тогда, да, спросишь ты у меня, у себя, да, и что я получу за это? Ну, ты можешь ничего не получить, у тебя последняя карта выпала вообще дурак, да, и можно было сказать, а что я получу, и не загадывать этот вопрос, а я ничего не получу, ты получишь явление духа, и дух пройдет через тебя. Сейчас кажется это каким-то бредом. Да. И что тогда? И что в итоге? 9 дисков. Здесь мы видим Бафомета в облике Тримурти. Ты будешь четко понимать, отделять темное от светлого и понимать, что есть материя, а что есть духовное, что есть внизу, и что есть вверху, то едино, что свет и тень неразделимы, и что на самом деле твоя судьба находится где-то посередине между светом и тенью, и что по 9 дисков ты заслуживаешь найти свою середину, найти своего властелина внутреннего и наружного, и найти свой роскошный и дорогой подарок, благодаря которому в материальном мире ты будешь жить счастливо, в достатке и здоровом, здраво сочетая внутри себя свет і тінь. Світла вам та вашому Всесвітові, бережіть себе, кохайте себе та Всесвіти, які оточують вас. Допомагайте силам світла нищити сили темряви, які лізуть на світ, ви ж самі знаєте звідки.
Все у вас буде добре. От побачите, лише тільки не опускайте руки і пам'ятайте про головні моменти цього розкладу, який ви можете передивитись декілька разів, для того, щоб вам відкрились усі необхідні підказки та інсайти. Все буде добре, побачимось, па-па.